21-22 марта в Москве пройдет очередная, подчеркну, встреча в формате правительства России и Еврокомиссии. Это уже 5-я встреча такого рода. Что из себя представляет эта встреча? Это будет такое многоплановое мероприятие, в рамках которого пройдут двусторонние контакты российских министров со своими коллегами, еврокомиссарами. И потом будет пленарное заседание и пресс-конференция. Это будет уже в пятницу, 22 числа. Накануне Дмитрий Анатольевич Медведев встретится с Барозу. И мы также готовим прием председателя Еврокомиссии у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Проблематика, чем вот такие встречи отличаются от саммитов? У вас может возникнуть вопрос. Саммиты у нас проходят 2 раза в год и охватывают, помимо двусторонних сюжетов, также текущие международные дела, ну и, разумеется, там вопросы глобальной повестки дня. Встреча в формате правительства Еврокомиссия больше, конечно, сфокусирована на двустороннюю проблематику. Хотя, и я бы сказал так, в нем больше экономики, нежели политики, хотя, как вы понимаете, в отношениях между Россией и Евросоюзом так жестко делить одно от другого не всегда возможно и не всегда целесообразно. Так что мы ориентируемся на весьма предметный разговор по тем вопросам, которые стоят перед Россией и Евросоюзом, вызовы современной глобальной конъюнктуры, вопросы, связанные с воздействием глобального финансово-экономического кризиса, а также те вопросы, которые есть у сторон друг к другу. Понятно, что такое многоплановое партнерство между Россией и Евросоюзом, а мы, в общем, на нашем континенте представляем собой 2 ведущие экономические силы, оно не бывает беспроблемным. Естественно, мы, разумеется, партнеры, стратегические партнеры, но где-то в каких-то вопросах мы и конкуренты друг другу. И, естественно, такие вопросы возникают. Но главное, что ни одна из существующих проблем между Россией и Евросоюзом не носит непреодолимого характера. И тот выстроенный в последние годы механизм взаимодействия, включающий целый ряд секторальных диалогов, встречи на высоком уровне и так далее, он позволяет оперативно и в рамках переговорного процесса и диалогового процесса снимать те вопросы, которые могут возникать у сторон друг к другу. Ожидаете ли вы каких-то конкретных результатов от процесса либерализации визового режима на данных мероприятиях? Если я правильно понимаю, этот процесс недавно вышел или наметился выход из тупика после того, как Германия сняла свои возражения по служебным паспортам. Но тут же господин Мансервизи, пребывая в Москве, дал понять, что может возникнуть новая помеха, а именно российский закон о персональных данных. Спасибо. Ожидаю ли я прогресса? Конечно, я ожидаю прогресса, причем уже давно ожидаю. Я могу сказать так, это процесс непростой, конечно. Более того, мы завязаны в 2 параллельно идущих процесса. Один – это реализация совместных шагов по переходу к безвизовому режиму. Эта работа продолжается. Может быть, медленнее, чем нам бы хотелось. Но, тем не менее, работа идет. Стороны обмениваются миссиями экспертными. И потом, значит, когда эти совместные шаги будут выполнены, надеюсь, что это вопрос месяцев, а не лет, тогда настанет, как говорится, момент истины, политическое решение о переходе уже к переговорам по тексту соглашения об отмене виз. Но за наличие политической воли на российской стороне я спокоен. А на стороне Евросоюза этот момент истины, надеюсь, будет пройден тоже без затруднений. Параллельный процесс – это визовые упрощения, дальнейшие.
Вы знаете, что в 2006 году было подписано соглашение о визовых упрощениях. Оно, в общем, неплохо работает. С тех пор, в 2007 оно вступило в силу после ратификации, с 1 июня 2007 года. А сейчас стороны договорились о дальнейших визовых упрощениях. То есть это расширение категорий тех аппликантов за визами, которые пользуются упрощенными процедурами. Это расширение практики выдачи многократных виз, ну и еще целый ряд там нововведений. Значит, действительно, это соглашение было почти готово за исключением одной статьи, которая касалась распространения безвизового режима для краткосрочных поездок обладателей служебных паспортов. Значит, почему эта проблема? Я хотел бы предвосхитить возможные комментарии. Речь не идет о том, что российские переговорщики заботятся о чиновниках, забывая о простых людях. На самом деле все не так. Изначально, да, и точно так же не соответствует действительности утверждения наших коллег из Евросоюза о том, что российская сторона выдвинула это требование в последний момент. Нет. С самого начала этих переговоров российская сторона эту тему обозначала. Тогда нам сказали, ну что вы, у нас нет такой практики, мы не хотим создавать прецедента. У нас даже есть страны-члены, Австрию, например, называли, у которых нет такой категории паспортов. Ну, мы сказали, ладно, ну раз нет, так нет. После чего узнаем, что парафировано, теперь и подписано соглашение о визовых упрощениях с Украиной, а затем с Молдавией, где пункты о служебных паспортах есть. На резонный вопрос, как же так, мы получаем ответ, нет, это не прецедент. Вот Россия была бы прецедентом, а Украина не прецедент. Но мы, конечно, за Украину обиделись. Как же так? Такая страна важная и не прецедент. Так что этот вопрос приобрел принципиальный характер именно в этом контексте. Долгое время в Евросоюзе не могли принять решение позитивного, ссылаясь на отсутствие квалифицированного большинства. Потом, ну, это факт известный, было заявление МИДа ФРГ о том, что в Берлине пересмотрели позицию. Ну и так получилось, что вслед за Германией еще целый ряд стран пересмотрел свою позицию. Я далек от каких-то торжествующих и эйфорических оценок. Это не решение еще проблемы. Пока что процесс переговоров разблокирован. И господин Мансервизи приезжал именно для продолжения этих переговоров. Что касается вашего последнего вопроса о персональных данных, ну, я хотел бы уточнить, речь идет не о законе, речь идет о приказе Минтранса, который вступает в силу с 1 июля этого года, то есть он еще не действует. И он предусматривает введение системы предварительного уведомления о пассажирах за определенное там количество часов. Точно так же, как это происходит в самом Европейском Союзе, в том числе в взаимоотношениях Евросоюза с Соединенными Штатами Америки. Да, мы хорошо знаем и наблюдали, насколько непростыми были переговоры между ЕС и США по этому вопросу. Мы также знаем о реакции правозащитников европейских, которые даже после того, как компромиссное соглашение было заключено, продолжают его критиковать. Но этот вопрос, конечно, увязан с вопросом, ведь возникают проблемы не с самой процедурой, а с сохранностью персональных данных. Если Евросоюз захочет сделать это предметом отдельного соглашения с Россией, ну, наверное, он должен с такой инициативой выступить, а не просто заниматься критикой порядков других стран.